So, welcome to the behavioral world, the crazy behavioral world. И добро пожаловать в мир поведения, в сумасшедший мир поведения. We will start the day by dogs. Сегодня мы начнем с собак. And later on cats. И несколько позже перейдем к котам. I have two computers here. One is in Ukrainian and the other one in English. So probably sometimes I will get my two neurons confused. К сожалению, у нас сегодня два компьютера, поэтому он будет несколько озадачен тем, что придется ходить от одного к другому, но мы думаем, что это не будет слишком мешать нашей лекции, поэтому... So when we speak on behavior, we are talking about language. Когда мы говорим о поведении, мы в первую очередь имеем в виду язык. And we need to understand what each animal language means. И, конечно же, нам нужно понимать, что же собачий или, в общем, животный язык подразумевает под собой. For instance, например, this in a primate is quite different from this in a dog. Например, вот такое выражение лица и оскала у приматов и у собак, оно очень различно. So we need to understand each animal's language. И поэтому очень важно понимать язык каждого животного. And when talking about different breeds, we are looking for different genetics. И когда мы говорим о том, что внутри видовой у нас есть разные породы, то мы говорим о разной генетике в первую очередь. And does genetics influence the behavior? И как вы думаете, вообще генетика, она влияет на то, как будет собака себя вести? Can we have specific behavioral issues related with genetics? И есть ли у нас какие-то вопросы, аспекты поведения, которые напрямую зависят от породы? And the truth is, yes, we can have a predisposition. И, конечно, ответ да. And a predisposition means something different from determination. И предрасположенность, она несколько отличается от того, как мы определяем собаку. So we can have a predisposition for a specific behavior to an artificial selection. И у нас Artificial selection is when you reproduce dogs to a certain. Значит, у нас есть породы, которые предрасположены к определенным действиям, и эти особенности, которые у них есть, они вызваны селекцией, которая происходила во времени. Да, искусственно. For instance, we can have a border collie that is a shepherd dog. Ну, например, вы на картинке видите эту собаку, которая предрасположена к тому, чтобы охранять овец. And he's predisposed to do certain behaviors like organizing the sheep groups. И особенность данной породы – это и предрасположенность ее к тому, чтобы организовывать стадо. And when they are living in houses, in small flats, И когда вы их держите в доме либо в маленьких квартирах, they can start using their own behavior toward the owner's legs. и они могут использовать предрасположенность к тому, чтобы организовывать стадо, например, по отношению к вашим ногам. But this we call a predisposition, not a determination. Но мы говорим тогда о предрасположенности к чему-то, а не к определяющим факторам поведения. What we have is genes giving the limits. То есть, что мы видим? Что гены, они дают определенные пределы. But all the rest is related with the environment and learning. Но все остальное определяется окружающей средой и тем, как вы обучите собаку. I usually say that genetics is 20% of what we are. И Гонсало говорит, что только 20% приходится на генетику, когда мы говорим о том, кто мы есть. So, are there any specific dangerous breeds? И как вы думаете, есть ли какие-то особенные породы, которые могут приносить опасность? Вот какие представляют собой опасность?
and usually we say that all dogs, all cats, all humans are dangerous. И по-настоящему и в общем мы можем сказать, что и коты, и собаки, и люди могут приносить опасность, да, представлять собой опасность. If my mother or father is a schizophrenic, that is a genetic disease. Он говорит, что если бы, например, у моей мамы или у папы была бы шизофрения, то это как бы наследственно, то, что передается через гены. I am predisposed to, but it doesn't mean I will be a schizophrenic. То есть он говорит, что я был бы предрасположен к этому заболеванию, но я могу им и не обладать. But I am predisposed to. Но при этом он предрасположен. And what will make the difference will be the environment. И то, что представляет собой разницу между предрасположенностью и тем, кто мы на самом деле есть, это как раз окружающая среда. So, from now on, we will speak about the impact of the environment on the puppy. И сейчас мы начнем с того, что как окружающая среда влияет на щенков. So, we will speak about the ontogeny and all the development phases of growing. То есть мы поговорим о антогенезе и о стадиях развития щенка. We have all these phases, and we will speak a bit of each one during this morning. На слайде вы можете увидеть все фазы жизни от предродовой до родовой до стареющей особи, и мы немножко обсудим каждую. The first phase, sorry, yes, it's coming. In the past, I'm getting confused now. In the past, we have called these phases like critical periods. Ранее мы говорили о том, что есть определенные критические периоды в развитии. Because we thought that they were short periods where everything that the animal learns is unchangeable. И раньше бытовало мнение о том, что это очень короткие промежутки времени, и то, что щенок выучит в данные периоды времени, в критические, это уже нельзя будет поменять в дальнейшем. But nowadays we call them sensible. Но теперь мы говорим о том, что они очень сенсорны. Because it's a time of the life that the brain is totally open. Потому что в течение жизни на самом деле наш мозг, он открыт ко всему, к обучению. But even when you have a puppy or a kitten that was raised in the best conditions, и даже если у вас будет щенок или котенок, которого вы воспитали в самых наилучших условиях, if suddenly a strong noise or something stimulates him to create fear, he will develop a behavior problem. И если он после этого в дальнейшем встретит какую-то ситуацию очень стрессовую, например, которая вызовет у него страх, то, соответственно, он выучит, как к ней подстраиваться и реагировать. Он не будет реагировать так, как бы он реагировал, если бы он всегда был в наилучших условиях. And the sensible periods start inside the mother's tummy. И вот этот период, первый самый, он начинается еще до родов внутри собаки. In intrauterus, there are already experiences and learning. И даже внутриутробно они уже учат и воспринимают, и могут воспринимать определенные вещи. We know that the impact of high levels of cortisol due stress Также мы знаем, что высокий уровень кортизола, он может влиять на центральную нервную систему. can create an impact on the central nervous system. Что он действительно может влиять на нервную систему. That make the puppy become more stressful when they are born. И уже может даже внутриутробно влиять на стресс, который получит щенок. And the same happens with babies, human babies, that during the pregnancy period, if the mother is too stressed, и такие щенки, если их мать была во время беременности подвержена большому стрессу, after born, they are much more stressful and easy to wake up and sensible to noises, for instance. И после рождения они перенимают этот стресс, так скажем, и уже реагируют
могут менее адаптироваться к всяким разным шумам, либо разным другим стрессообразующим факторам. But we have also the other way around. That is, when you have a good stimulation of the mother, the puppies can become much more confident. Но при этом можно это расценивать как несколько, ну, в общем, можно оценивать это несколько по-другому, что, например, даже внутриутробно они вырабатывают определенные защитные рефлексы, которые могут помочь в будущем. After this period, we are going to a period called neonatal period. После доутробного периода мы переходим к периоду неонатальному. That is the period from the first 2 weeks after birth. Это период 2 недель после рождения. So from day 0 to day 14, they are totally dependent on the mother. То есть первые 14 дней они полностью зависимы от своей матери. So they have the eyes closed, the ears closed. So mainly they use the touch. Их глаза еще не открылись, ушки еще не открылись, и поэтому они воспринимают мир через сенсорику. They already have some taste and some smell. При этом у них уже несколько развито обоняние и вкусовой рецепторы. But the most important sense is the touch, because they cannot control their own body temperature. Но самым важным в этом является их способность к тому, чтобы, ну, их сенсорика, потому что они на самом деле в этот период не могут еще поддерживать собственную температуру. That's why they present a typical behavior that we call thermotropism. Поэтому в этот период можно наблюдать такой термин, как мы называем его термотропизмом. That is looking for hot places or warm places. Они находятся в постоянном движении для того, чтобы найти тепло и согреться. So, here we will see a short video Сейчас посмотрим небольшой отрывочек видео, where we will see this thermotropism behavior. где мы как раз посмотрим, что такое термотропизм. I'm sorry about this mother. She has the ears docked. We will speak about that later. Он немножко извиняется за собаку, которая на видео мама, потому что у нее несколько проблемы с ушками, и мы об этом поговорим несколько позже. But what I would like you to pay attention is with this type of movements, because they are searching for warm places. Но на что он хотел бы обратить ваше внимание, на то, как они двигаются. То есть они двигаются в поиске тепла. And when one is lost, И когда один из них потерялся, he starts barking. он начинает гавкать. You can listen. So he's calling for attention. То есть он привлекает к себе внимание, Otherwise, he would get frozen. иначе он замерзнет. In terms of elimination, Если мы говорим о испражнении в этом периоде, during this period, they have only involuntary and a reflex promoted by the mother. в этот момент есть определенный анагенитальный рефлекс, который стимулирует мать. And this requires a stimulation from the mother with, on the anus and genitals. То есть в этот период мать стимулирует определенные органы у щенка, чтобы он мог испражниться. And the mother ingests, the mother eats the feces and urine. И в этот период мать, она может кушать его испражнения, как... And, and why do mother eat the feces? Да, логичный вопрос, почему же самка, она кушает их испражнения? One of the theories that is largely spread, Одной теорией является largely promoted,
theory Одна очень распространенная теория говорит о следующем. is that the mother is trying to hide smells from predators. Это объясняется тем, что мать пытается убрать этот запах от хищников, предотвратить нападение хищников. So here we will see the mother stimulating the pup. На этом видео мы видим, как же самка стимулирует испражнения своих щенков. So as you can see, the mother rolls the puppy and licks the genitals area. То есть вы можете на этом видео увидеть, что она его перевернула несколько и вылизывает его в районе гениталий для того, чтобы помочь ему. And this is the reason why some dog trainers И это один из факторов, почему дрессировщики собак use the alpha role to show the dominance toward the dogs. И это один из факторов, почему вот эти дрессировщики, они используют так званую теорию альфа для того, чтобы доминировать над собакой. And this is something totally wrong because we are not dogs and we are not licking their anus or genitals. И Гонсало говорит о том, что это полностью неправильная позиция дрессировщиков, потому что мы люди, и мы не вылизываем щенков в районе гениталий для того, чтобы стимулировать их испражнения. After this period, we are going to a short period, very important. После данного периода мы переходим к стадии развития, переходной период, и он очень короткий, но при этом очень важный. That is marked by the opening of the eyes. That is marked by the opening of the eyes. The eyes opening, this is the most important issue. И этот период, когда у щенков начинают открываться глазки, и поэтому этот период очень важен. So they start seeing the world. То есть они получают возможность наконец-то увидеть мир. And at the same time, they start the first social interactions with the other parts of the litter. И только тогда они начинают взаимодействие и наблюдение за другими щенками. So they start the first playing fights playing. И первые такие контакты, они игра кусания, скажем так, потому что. So they start to growl to each other. То есть они начинают рычать в первую очередь друг на друга. And doing sounds like И воспроизводить такие звуки. This is universal. So it would be better if I speak in dog language. Гонсало говорит, что очень хорошо, когда он разговаривает на собачьем. So, for what is playing for? Ну и зачем же такая игра нужна? In human societies, children plays mother and dad, teacher and students. У людей происходит несколько иначе. Маленький ребенок, он начинает в первую очередь играть со своими родителями, либо со своими родственниками. Because they are trying to use our rules and legislation. Потому что мы даже от рождения начинаем ребенка приучать к подобным правилам того, как мы себя ведем. And the same happens with puppies. When they are doing the fights, they are trying what works. И то же самое можно наблюдать у щенков. То есть, взаимодействуя таким образом, они пытаются понять, как это работает, что можно, что нельзя. And it is very important because when they bite too much, they learn with the others that they have bitten too far. И когда, например, один щенок прикусывает какую-то часть щенка другого, то если он прикусит слишком сильно, то другой щенок начнет скулить, и щенок, который укусил, он будет уже знать о том, что так кусать нельзя, это приносит боль. And we call this bite inhibition. Bite inhibition. Bite inhibition. Suppression. И мы это называем кусать или не кусать. Можно ли кусать настолько сильно или нет?
That's why it is so important on the pediatric consultation. Поэтому это очень важно как раз на педиатрической консультации, That you look on the owner's hands. чтобы вы в первую очередь посмотрели на руки хозяина этого щенка. Because this is a sign, a clearly sign that something is happening with the puppy. И это очень четкий сигнал и показатель того, что что-то с щенком произошло. And usually when you ask what happens in your hands, И когда вы спрашиваете зачастую, что же произошло, почему у вас покусанные руки, the client usually say, "Oh, it's only the puppy playing." обычно, да, хозяин отвечает, что мы играли со щенком, поэтому покусали. And that is the right time for us to educate the owner. И это правильный момент, когда мы можем научить хозяина и подсказать ему что-то. And to let them know that is one of the things that the puppy is learning and will use in the future. И мы можем объяснить, что это такой сигнал к тому, что сейчас происходит период образования щенка, то есть он учится, и это пригодится ему в будущем, он будет знать, можно ли кусать или нет. In this period, the elimination still promoted by the mother, but now it is already voluntary and not involuntary. В данный период испражнения и стимуляция испражнения у щенков, она происходит только с разрешения щенка, скажем так, ну, он волонтер. Если ему нужна помощь, он придет к маме, мама это сделает, если не нужна, то он может уже сам это делать. And the mother still ingesting the feces and the urine. При этом мать, она до сих пор поглощает эти испражнения. During this period, we also have the attachment. В этот период мы можем говорить о роли привязанности. And the attachment is really very important because it's the way that the puppy will survive. И эта привязанность или эта связь, она как бы факторообразующая для дальнейшей жизни щенка. And due to the attachment, they learn how to behave with the mother. И посредством этой привязанности они в первую очередь учатся, как они могут взаимодействовать с матерью. Because they imitate some of the behaviors that the mother presents. Они начинают имитировать некоторые, подражать некоторым действиям, которые делает мать. Here we have a video of puppies in this phase. You can see that the eyes are already open. You will see one of them, this one, is trying the one with the pink color. Soon he will start biting the other. На этом видео вы посмотрите и увидите, что это данный период представлен, поскольку глазки уже открыты, при этом тот щенок, которого выделял Гонсало указателем, он пытается укусить другого и учится. And this is the playing fight, so they are trying to see what shall I do. И это как раз вот игра кусания. Они учатся, что они могут делать и что нет. And then we go to one of the most important periods in the puppy's life. Также очень важный момент и период, это следующий, как раз этап развития, это социализация. That is the socialization period. Социализационный, да, простите, забежала чуть-чуть вперед. Okay, well done. So they start showing some facial expressions. Они начинают проявлять и учиться на некоторых мимических движениях, которые мы делаем. And the intensity of the interactions is increasing. И вот эта познавательная активность, она в этот период очень высока. When we speak about elimination, we have two specific periods during this big phase. И если мы говорим как раз о испражнении в этот период, то у нас есть две большие, так скажем, разницы. Between the 3rd and 8th week and between the 8th and 12th week. С 3 по 8 неделю и с 8 по 12 неделю. On the first phase, they leave the nest to eliminate. В период с 3 до 8 недель у них нет предпочтений в выборе места и наполнителя, где они
but they don't have a preference for where to eliminate. Yeah. On the second part, that is starting at 8th week, they already start having a preference where to eliminate. С 8-й недели они уже начинают предпочитать некоторые места, где они могли бы это делать. And that's the right time to start teaching the dog where to eliminate. И это как раз самое лучшее время для обучения собаки, для того, чтобы она поняла, куда же она может испражняться в будущем. And which is the age that usually they start vaccination? И в этот период обычно мы начинаем вакцинировать собак. Usually at 8 weeks. So it's when they arrive for first vaccination that is the most important thing to say. И как раз 8-я неделя это примерно тогда, когда хозяева начинают привозить своих щенков на вакцинацию. So it's our role also to explain and educate owners. И поэтому с первой вакцинации нам важно объяснить и донести хозяину, что I don't have enough time to speak about how shall we socialize without vaccination. К сожалению, нет времени немножко поговорить о том, как предрасположить собаку к вакцинации. But usually during this period, while their brain is totally open, Но на данной стадии у собаки очень открытое мировосприятие. is exactly when we should promote a good stimulation of the puppy. Как раз в этот период важно применять стимуляционные разные методики для развития щенка. But it's generally when we say your puppy cannot go away from home because he has not finished the vaccination. Но при этом это тот период, когда мы не рекомендуем покидать собаке щенку дом, потому что у него не закончился еще период вакцинации, он не вакцинирован до конца. And I usually compare the dogs with children. I usually compare the puppies with children. И обычно он сравнивает щенков с детьми. And children finish the vaccination about 9 years old. И обычно дети заканчивают вакцинацию где-то к 9 годам. Imagine if a doctor says to you that your child cannot go out until 9 years old. Представьте, если доктор скажет вам, что ваш ребенок до 9 лет, но он не может никуда выходить, потому что он недовакцинирован. Yes, there are diseases that can kill. Конечно же, есть такие заболевания, которые могут убить. But we are euthanizing more animals for behavioral reasons. Но при этом эвтаназии подвергается гораздо больше животных. When compared with other diseases. Если же мы сравниваем этот процесс с теми заболеваниями, которые действительно могут убить ваши животные. So, at this time, we will start having what we call the dimorphism. 2 sexes, 2 genders, 2 different elimination positions. В этот период мы наблюдаем такое явление, как диморфизм, то есть собаки женского пола испражняются по одному, а собаки мужского пола по другому. So we have different elimination postures, different from males to females. И сейчас как раз мы посмотрим, в чем же отличие этого диморфизма, то есть как испражняются собаки женского пола и мужского. So we have a female here, we have an immature male dog, we continue here, he's standing up a bit the leg. На этих картинках вы могли увидеть, что первая это была собака женского пола, вторая это был кастрированный пес, и здесь немножко поднятая лапка, значит это мужчина. And finally here he's standing completely the leg. На этой фотографии можно увидеть, что это мужчина, но у него тут явно выраженный признак поднята очень нога. And there are dogs that learn other positions. Несколько эксцентричные способы испражнения. Not very comfortable for sure. Да, не очень удобные, но как видите. So, in terms of long-term importance of this period, И говоря в контексте разных периодов развития, we're speaking about prevention of specific
problems. And one of the problems that we will prevent during this period И в процессе того, как мы будем обсуждать стадии развития, мы должны смотреть, какие же проблемы могут случаться на данных этапах и как мы можем их избежать. is called fear. И одной из таких проблем является страх. And you know that 95% of the causes for aggression, 95% of the causes of aggression И знаете ли вы, что 95% причин агрессии, are related with fear. они непосредственно зависят от того, боится ваша собака или нет, испытывает ли она страх или нет. That's why this phase of life is so important, to prevent fear that will cause aggression. Поэтому на данном этапе развития очень важно предотвратить появление страха, которое спровоцирует в будущем агрессию. At the same time, at this phase, we should promote the adequate socialization. При этом в данный период очень важно, чтобы мы начали стимулировать развитие нашей собаки и обучать ее. We should expose the puppy in an adequate way. Мы должны вести себя с собакой или обучить собаку, как вести себя адекватно. And meaning of adequate is not overexposing, exposing too much. И вести себя адекватно, это значит соблюдать баланс. That means if I want to present my puppy to children, I should not put in the middle of a children class. То есть, если вы хотите обучить свою собаку, как правильно обращаться с детками, это не значит, что вы должны поставить свою собаку посреди школьного класса и окружить ее детьми. And the presentation of a new stimulus should be always associated with something good, like a tasty food. И вот такая первая связь, она должна происходить и ассоциироваться с чем-то очень хорошим, например, с очень вкусной едой. And that's what we usually do during the puppy classes. И как раз вот поощрение едой — это то, что мы зачастую используем на дрессировочных курсах для собак. We teach the owners how to deal with the puppy. Мы обучаем хозяев, как взаимодействовать с собакой. During this phase, И в течение этой стадии we also have the opposite of the attachment, that is the de-attachment. В процессе этой стадии мы видим, как проявляется постепенно не столько привязанность, сколько отражение от матери. What happens is that during this phase, the teeth are already all there. То есть, что мы наблюдаем в этой стадии, что зубки уже выросли. And the mommy starts saying, if you want to eat, you have to eat in different place from my breast. И что мать в этот период делает, она говорит, что нет, уже меня кушать нельзя, уже нужно искать себе еду где-то в другом месте. If you want to sleep, you have to sleep apart from me. Также это проявляется в том, где щенок начинает спать. То есть мать уже не разрешает щенку спать вместе с собой. And this happens usually starts at 1 month and a half, 2 months more or less. И данный период, он примерно начинается в 1,5 месяца. And puppies that do not pass through the de-attachment, И собаки еще не очень прошли эту стадию разрыва связи. and they come directly to an owner, И они начинают сразу переходить уже к хозяину. they can create what we call hyper-attachment. И в данный период мы можем наблюдать такое гиперпривязанность у щенка к хозяину. That is a dependency of the owner Что в первую очередь зависит от того, как хозяин будет на это реагировать. that can be the reason for the second most frequent behavioral disease in dogs. И как раз то, как будет реагировать хозяин на данный процесс, это второй фактор, образующий That we call separation anxiety.
Это такой факторообразующий аспект, который мы называем разлукой. Очень тяжелый. And then after these we have the juvenile period. После данного периода начинается подростковый период. That is exactly the teenagers. И они подростки в данный период, как и дети. So the sexual organs start in activity. В данный период начинают свое развитие и работу половые органы. And we have physiological and behavioral changes. И в данный период мы можем наблюдать различия как физиологические, так и различия в поведении. When you have two dogs, one that is older, and you adopt a new puppy. То есть, если у вас уже есть взрослая собака, но при этом вы завели себе еще щенка, When the puppy arrives to this age, когда щенок достигнет этой стадии развития, usually they start fighting with the elder one. он начинает вести себя агрессивно по отношению к взрослой собаке. And what usually owners do is to protect the little one and punish the elder one. И что делает хозяин в данных случаях? Он защищает маленькую собачку от большой, хотя проблема не в большой. And we are creating an unbalanced relation between them. И как раз мы сеем то зерно дисбаланса между этими собаками в данный период. That can be a reason for future aggressions between them. Что впоследствии может привести к постоянной агрессии между этими собаками. So, preventing behavioral issues is so important as vaccination. То есть предотвращение данных проблем, они также важны, как и вакцинирование животного. And as I previously said, И как я уже ранее упоминал, the pediatric consultation is very, very important. педиатрическая консультация, она очень важна. Usually we should split the pediatric consultation in 3 moments. Обычно мы распределяем педиатрическую консультацию на 3 части. One is dedicated to nutrition. One dedicated to nutrition. One to talk about nutrition. One part to talk about nutrition. Первая часть это о питании. Посвящена питанию. The second one to talk about infection diseases. Второе это инфекционные заболевания. And parasites. And fleas and ticks. И также ringworms. блохи, да, как их всех вместе назвать. Да, паразиты, спасибо большое. Паразитов, да. Yeah. And the third part related to behavior. И третья часть как раз по поведению. Where this is more common, the clients are asking, how can I teach the dog to pee in the correct place? И это как раз та часть, где хозяин интересуется, как мне обучить собаку, например, испражняться в правильном месте. But usually we are much more concentrated on the physical signs than on the behavioral or psychology sides. Но при этом мы всегда больше обращаем внимание как раз на физиологическую составляющую и недооцениваем поведенческую и психологическую. So, what can we do before raising puppies? Итак, что же мы можем сделать до того, как начать растить этого щенка? We can select the parents. В первую очередь нужно правильно выбрать родителей. Not only for genetics reasons, but also for behavioral, because the mother will teach the puppy some behaviors. Не только это связано с генетическими особенностями, также это связано с тем, как мать будет себя вести. Если она же на первых стадиях жизни будет вести себя агрессивно, то, скорее всего, ваш щенок также будет вести себя агрессивно и будет агрессивным в дальнейшем. It's really very important to work directly with breeders and animal association protection. Поэтому очень важно тесно сотрудничать с заводчиками и с организациями по защите животных. Because they will be the responsible of what happens during important phases of puppy's life. Так как они, собственно говоря, ответственны за то, что происходит на ранних стадиях развития щенка. For instance,
they should promote socialization and they do not separate the puppies from mother too early. Поэтому они должны контролировать процесс социализации и не отлучать щенка очень рано от матери. Educating owners, I always try to find other word to owners. И когда мы говорим о хозяевах собаки, он обычно избегает этого слова owners, что на русском означает хозяин. Because I do not own a dog, I guide the dog. Потому что это не очень правильное слово, то есть мы не владеем этой собакой, мы ее больше наставляем, растим. And the Americans called animal guardians, and the translation into Portuguese is not very good. На португальском есть такое слово, на английском уже немножко. So in Portugal we call animal tutors instead of animal owners. И наиболее удачный перевод на английский с португальского это как раз воспитатели для животных, наставник. But it's very important to start educating tutors. It's very important to И для нас, конечно, очень важно, чтобы мы стали как раз очень образованным наставником. Because owners will guide the dog along its life. Потому что мы будем наставлять наше животное на протяжении всей его жизни. And sometimes there are some thoughts that a dog can be an antidepressant, anti-anxiety. Yeah? И иногда, когда мы думаем, что наша собака нуждается в антидепрессантах, да, действительно. But this not always can happen. Такие ситуации, они не должны случаться. And sometimes a dog can increase a lot our stress, because if we are already under a depression, if we put a dog, it can increase the anxiety for that specific patient. When you have already depression and you are already too stressed, the dog can increase the stress instead of increasing it. Sometimes no, that's why we need to educate. И поэтому нам нужно быть подготовленным к тому, как мы будем растить щенка, чтобы это не вызвало в первую очередь у нас стресс, а позже не вызывало стресс у нашей собаки. Поэтому нам нужно всегда иметь в виду, что же мы получим как в качестве поощрения от этой собаки, но какие нас могут сопровождать неудобства, либо же проблемы в процессе этого, и быть к этому готовы. And then we need to educate the puppies, and we need dog schools and dog training and dog trainers well qualified and certified. Также не только мы можем заниматься обучением нашей собаки, поэтому мы должны правильно подобрать квалифицированных преподавателей и дрессировщиков, которые также будут заниматься развитием и обучением нашей собаки. I don't know how is the legislation here in Ukraine. I don't know how is the legislation, the law here in Ukraine, but in Portugal, everyone can say that they are a dog trainer. Но в Португалии каждый, в принципе, может себя назвать дрессировщиком. And this is a serious problem Это очень серьезная проблема. Because people has lack of training and qualification. Потому что у людей явно наблюдается недостаток в знаниях и в методиках для обучения, для правильного обучения собаки. And on my second presentation, I will talk specifically on the problems of aversive techniques of teaching or training the dog. И в следующей презентации мы поговорим о тех техниках, которые как раз и методиках, которые вызывают страх у животного. Это, если я не ошибаюсь, это использование вот этих ошейников, которые бьют собаку током, и разных других. And then social maturity will be the next phase, the adult phase. Следующая стадия – это социальная зрелость. And depending on the breed, it can be achieved earlier or later. И эта социальная зрелость, она наступает в зависимости от того, какой собака породы. Может наступить ранее, может наступить несколько позже.
But usually we consider an animal mature more or less at 2 years old. Но примерно эта стадия, она наступает примерно в 2 года. Obviously that there are some breeds that they will keep a child forever. Но также мы знаем, что некоторые породы, они сохраняют свою детскую непосредственность в течение всей жизни. Because that was for what we raised them for. Потому что это, собственно, так, как мы их воспитали, и собственно, для того, для чего мы их воспитали. And then it comes the geriatric phase. И следующая стадия – это стадия стареющей особи. Once again, the senior phase can be different from breeds to breeds, but usually we consider more than 8 years old a senior dog. Также эта стадия может наступать несколько в разное время у собак в зависимости от их породы, но приблизительно это мы считаем, что в 8 лет наступает эта стадия. And usually this is the phase of life that we leave the dogs waiting for the death on the sofa. И зачастую это такая стадия жизни, когда мы уже ожидаем, что собака погинет в наш мир. And in truth, I'm not going to speak about this specific phase, but this is a very, very important phase of life. У нас немножко не хватит времени, чтобы поговорить более подробно об этой стадии жизни, но эта стадия также очень важна в развитии собаки. So, going to communication, we need to start thinking what are the implications of living in a pack, living in a group. И рассмотрение социального поведения мы начнем с того, что мы посмотрим, какие последствия могут возникнуть от проживания в группе. As dogs are a social species, it's very important to understand why they are social. И проживание собаки это стадные особи, и их социальное поведение, оно в первую очередь имеет корни как раз в том, что они социальные, живут в стае. And living in a group is an evolutive process. И проживание в группе это как раз эволюционный процесс With many advantages. с очень многими преимуществами. Protection toward predators. Например, защита от хищников. Effectivity in feeding. Эффективный поиск пищи. And sharing duties. И разделение обязанностей. But to have a group, we need to have specific characteristics. Но для того, чтобы создать такую группу, либо чтобы группа данная существовала, в принципе, у нее должны быть определенные характеристики. When we are also socials. Ну, мы также социальны, поэтому. And when we are in a group, we usually have friends close to us. И когда мы находимся в какой-то компании, то у нас обычно есть какие-то друзья, которые ближе к нам. We need to communicate between each others. И мы должны с ними правильно коммуницировать. We need to cooperate, otherwise it will be not a fair relation. Мы должны сотрудничать, иначе это будет нечестное пребывание в группе. And usually we have all our activities synchronized. И зачастую в данных компаниях активность всех ее участников синхронизирована. For instance, in this group, we have our friends close by. Например, в данной группе вы пришли со своими друзьями какими-то, которые близко к вам. We communicate well. I have to use Tatiana to communicate. Но при этом мы все общаемся, хотя он общается несколько через меня. And we have all our activities synchronized. Now we are here, and then we have a coffee break, and then we return. При этом наши действия, они очень синхронизированы. То есть сейчас мы сидим, разговариваем, обсуждаем презентацию, после чего мы синхронно пойдем на кофе-брейк или на другую презентацию, в другую секцию. So there are advantages of living in a group. И тяжело поспорить с тем, что жизнь в группе не имеет никаких преимуществ. But there are also disadvantages. Но мы должны, конечно же, также уделять внимание и рассмотреть недостатки проживания в группе. These disadvantages happening especially due to competition.
И в первую очередь эти недостатки проявляются в конкуренции. Imagine that we are all friends here, but suddenly all of us are hungry and we arrive outside and there are no food for us. И предположим, что такая ситуация, да, что мы посидим еще немножко, все проголодаемся, выйдем, а кофе-брейка нет. It will be the time to start fighting for food or separating to try to find where to eat. И как раз это будет момент нашего с вами не синхронизации, а разделения. Мы разделимся либо на группки, либо начнем сами добывать себе еду где-то. Another disadvantage of living in a group is the disease spreading. И очень важный недостаток – это распространение болезней. So, for instance, we are all very good friends, but if I brought a virus from Portugal, it can be very complicated for us. Мы, конечно, уже подружились с вами, но представьте себе ситуацию, если бы я привез какой-нибудь вирус из Португалии, то, скорее всего, мы бы все заболели этим португальским вирусом. So, to live in a group, we need to have a specific organization and specific characteristics. И, собственно, для того, чтобы наша группа была синхронизирована хорошо, нам нужна некая организация. And the first of them is the affiliative interactions. В первую очередь, это аффилиативное взаимодействие. That are the good relations and what creates the good mood. Это тот фактор, который, собственно, поддерживает хорошую атмосферу в коллективе, а также предрасполагает нас к хорошему настроению. And we can have different affiliative behaviors in different species. Это аффилиативное взаимодействие и поведение, оно наблюдается в разных породах по-разному. And even in specific species, we can have different cultural affiliative behaviors. И даже иногда мы имеем некоторые отличия аффилиативного поведения даже внутривидовой группы. In humans, if you go to Portugal, a Latin country, например, если мы используем человеческую среду, мы поедем в Португалию. you are received with hugs and kisses. Вас примут радушно вас обняв, поцеловав. Because it's our traditional affiliative behaviors. Потому что это наше традиционное аффилиативное поведение, то, как мы это делаем. But if you go to, for instance, to my dear UK friends, Но если вы захотите и поедете в Англию, к примеру, you are received with a different affiliative behavior, like a shake hand. Вас встретят несколько по-другому. Вас уже не будут целовать и обнимать, в лучшем случае вам пожмут руку. And this will be a difference between also dogs and cats. Как раз примерно такое аффилиативное развитие мы видим между собаками и котами. So dogs would be Latin and cats would be British. И мы можем сравнить, да, что если это мы говорим о собаке, то она скорее будет португальцем, а кот будет англичанином. And we will see it later, the differences between dogs and cats. И несколько позже мы как раз посмотрим на эти различия. Another important thing is the agonistic behaviors. Следующий аспект, который мы обсудим, это агонистическое взаимодействие. And agonistic doesn't mean aggressive. И агонистическое поведение, оно не предполагает агрессию. Agonistic includes aggressive behaviors. Агонистическое взаимодействие, возможно, будет сопровождаться агрессивным поведением, но это не агрессия в чистом виде. But I can use agonistic behavior. Imagine that someone arrives later to my lectures and I threaten them staring on their eyes. Например, если кто-нибудь опоздает на эту лекцию, да, приедет несколько позже, и Гонсало встретит его вот таким агонистическим взаимодействием, это будет означать, что он будет смотреть на него с укором и будет так. So I don't need to use aggressive behaviors towards those people because they read my body language and they understand my agonistic behavior.
Поэтому Гонсало, ему не нужно использовать агрессию, ему достаточно жестами, невербальной коммуникации показать, что он недоволен, и он как раз продемонстрирует агонистическое взаимодействие. Just make sure that agonistic doesn't mean aggressive. It includes but doesn't mean aggressive. Поэтому очень важно понимать, что данное агонистическое поведение, оно может сопровождаться агрессией, но это не является агрессивным поведением. But at the same time, if I need aggression, I need to have a way to solve my conflicts. И, конечно, если есть такое понятие, как агрессия, и оно применимо, то мы должны знать стратегии, как решить данные возникшие конфликты впоследствии агрессии. And that's what we call reconciliation, appeasing. Reconciliation is making peace between the two of us. So we discussed, and then we need to make peace again. И поэтому мы как раз встречаемся с таким понятием, как решение конфликтов. Не проявление дальше агрессии, а то, как это можно решить без агрессивного поведения. And that's the way to keep the group together. Otherwise, we have a discussion and we split the group. И это основополагающий фактор для того, чтобы группа существовала как таковая, поскольку если конфликты не будут решены и будет только агрессия, то, скорее всего, группа просто не будет существовать. And finally, we always need leaders, but leader means the most aggressive. Конечно же, в группе мы можем наблюдать лидеров, но как вы думаете, лидеры, они всегда очень агрессивны? In some human groups it means, but not on dogs. И как раз в человеческих группах мы можем это наблюдать, но не в собачьих стаях. Because the leader can just simply look and the other says, okay, sir, come on. И это как раз вот то, что мы говорим о решении конфликтов. То есть лидер посмотрел как-то не так или проявил агрессивное поведение по отношению к другому члену стаи, но при этом этот член стаи, он не будет отвечать ему агрессию, он просто скажет, ну, ничего, проходи, или что ты хочешь кушать, бери кушать. And is it unchangeable in the group? И как вы думаете, лидер может меняться в группе или нет? No, they can change time to time, and in the same time you can have a leader towards a toy, and a leader towards the owner, and a leader towards the food. И важно понимать, что в данных стаях лидер может меняться, это первое. И второе, то, что лидеры могут быть разные. В стае может быть один лидер, который будет лидером по отношению к игрушкам, другой будет лидер по отношению к еде, третий будет по отношению к чему-то другому. То есть несколько лидеров может быть. So, as in other species, the harmony and the success of the group depends on avoiding the war. Поэтому в данных группах очень важно вот это решение конфликта для того, чтобы избежать внутригрупповой войны. The only animal that's still enjoying war is human beings. Только люди, как вид, они получают удовольствие от войны. Животные же этого избегают, стараются избегать. All the others already find a way to avoid war. То есть животные уже нашли какой-то компромисс, и они не получают от этого удовольствия, соответственно, они не предпочитают войну миру. So they use affiliative behaviors to make and to keep the group in peace. Соответственно, нам важно поддерживать как раз аффилиативное поведение для того, чтобы наши животные жили мирно в группе. And what are the affiliative behaviors that dogs show? И сейчас мы рассмотрим то аффилиативное поведение, которое применяют собаки по отношению друг к другу. The social grooming, licking each other's. Например, это социальный груминг, взаимное вылизывание. Congratulations, greetings, saying hello, how are you? Это Go ahead. ритуал приветствия и то, как они здороваются между собой. Yeah. Playing. Посредством игры, как они играют между собой. And sometimes the simple act of standing closer and walking together. И также мы это можем видеть в передвижении рядом, либо же то, как они располагаются по отношению друг к другу. Dogs can have
attachment and creates affiliative behaviors towards other species. Также собаки могут проявлять свое аффилиативное поведение не только по отношению к другим собакам, но еще и к другим видам. And they will need a lot of body postures and facial expressions to avoid the conflicts. При этом у них достаточно развиты разные мимические приемы, невербальная коммуникация для того, чтобы предотвратить конфликты. So, just doing a quick revision on body postures. Мы быстренько пробежимся по главным позам, которые мы можем наблюдать у собак. We will start by relaxed posture. Начнем с расслабленной позы. And in this position, you see the ears down calmly. The tail is in position, normal standing, and can move. В данной позиции вы можете наблюдать, что тело спокойно, ушки опущены, хвост либо в спокойном положении, либо немножко виляет. There are no tension on the face is relaxed. Морда у собаки расслаблена, на ней нет никаких проявлений невербальной And the коммуникации. weight of the dog is balanced by the four legs. И он устойчиво стоит на 4 ногах. When you have an alert position, see what is happening. The dog is having the face contracted and more tensed. Когда мы наблюдаем тревожную позу, то есть в верхней части морды, мы можем видеть то, как невербальная собака уже тревожится, у нее проявляются определенные мимические проявления этого. They are looking like this. They are worried. Они переживают, поэтому смотрят несколько из-под лобья. And there are some breeds more difficult to read that they are always worried. You see a Shar-Pei and he's always like this. Но некоторые породы, по ним трудно сказать, в тревоге они или нет, потому что они все время как-то в тревоге. Шарпеи, например, они все время какие-то такие. Or other species, other breeds like Rottweilers or Chow Chows. Или другие породы, например, как ротвейлеры или чау-чау. That they are always worried. У них всегда такое выражение морды, как будто бы они переживают все время. Are you happy? Yes, I am. Are you sad? Yes, I am. Are you feeling okay? Yes, I'm okay. Морда не очень-то меняется, когда собака в хорошем расположении духа или нет. Все время такой взгляд из-под лобья. And if you see, also, so imagine that what happens is this dog is paying attention on people that are arriving. So he's looking for you that arrived. Но собака, собственно, на вас смотрит, кто опоздал. And he's seeing what is happening here. Он старается понять, что же произошло. So the ears is pulled to the front. Уши несколько располагаются вперед. And the body weight is pulled to the front. И сама стать собаки несколько перемещается на передние лапы, и создается впечатление вот такое, как Гонсало показывает. We will see that the most aggressive position that the dog is, Но самая агрессивная поза, которую собака показывает, is when he shows that he's bigger than he is. это когда собака демонстрирует своей статуре, что она больше того объекта, к которому она испытывает агрессию. And don't we, well, especially men, do the same? И он говорит, что мужчины, а мы делаем так или нет? Мы, когда смотрим на кого-то, мы тоже так делаем, да? Imagine before a fight, what we do is growl. Ну, перед дракой, да, каждый и напыжился, конечно, но демонстрирует свое превосходство внешним видом. We forgot during the last years that we are also animals. И поэтому так мы проявляем то, что мы все-таки от животных немножко произошли. And then we have a different position that invites to play. Следующая позиция, и мы можем видеть, что это приглашение к игре. We call this play bow, that the dog is inviting the other dog to play. Если мы видим такое положение у собаки, зачастую это означает, что эта собака приглашает другую собаку поиграть. And here we have a submission posture. In this position, the dog is trying to show that he's smaller than he is.
Это поза, активная поза повиновения, то есть собака несколько преуменьшает свой размер. So what he's doing is pulling the tail between the legs. То есть он опускает хвост, Ears are pulled back. опускает уши и несколько раз полагает их назад. You have stress sign like licking. Также вы можете наблюдать такой сигнал стресса, это он облизывается очень часто. That is similar to what puppies do. И это то, что зачастую делают щенки. When they try to promote the mothers to feed them. Это тот способ, каким они показывают маме, что они хотели бы покушать. So this dog is saying to another dog or a person, please, I'm so little, don't do me nothing wrong. То есть собака всем своим видом показывает то, что я маленькая, я беззащитная, не нужно ничего со мной делать. Don't get close to me. Это поза «не подходи ко мне близко», пассивная поза подчинения. And this time of position that we understand like a submissive or submission position. И эта поза как раз подчинения по всем видимым факторам. Is a way that the dog is asking to the other to stay far from me. Эта поза выражает то, что собака показывает другой собаке, что не нужно ко мне близко подходить, и я не хочу, чтобы ты находился рядом. But most of us understand that the dog is saying, do me wherever you want. Но люди зачастую понимают такое положение собаки, как «делай со мной все, что хочешь». And that's totally wrong. И Because это абсолютно неправильно. at this time, this dog is in a bad emotion. А в данной позиции вы сразу можете понять, что ваша собака плохо себя чувствует. And he can also bite. И из такой позы он может укусить вас. In this position, the dog is laid on his back. В данной позиции собака лежит на спине. Exactly how the puppy do when he was being stimulated to elimination. You remind from first period. Точно так же, как мы видели на видео, когда мама стимулировала испражнения у щенка. So it's another sign that we call from childrenhood. То есть это такой сигнал, который они выучили еще в детстве. And does these submissive postures make any sense? И что же выражают данные позы подчинения? Any opinions? Does it make sense? Don't be scary. Speak to me, even if it is in Ukrainian. We have Diana to help us, so don't fear. I do not bite. Гонсало говорит, что поговорите со мной, пожалуйста, даже если вы через меня будете задавать вопросы, ну просто выразите свое мнение. Что данные позы вообще могут означать? Есть какие-то предположения? Love. Friendly pose. Of course, they have sense. Собака заискивает перед котом, она ведет себя как щенок, проявляет себя как щенок, а кот, мне кажется, пытается не то, доминировать, вы подальше. Yeah. That's completely true. So Это абсолютно верно, спасибо. the truth is that those postures is to avoid war, to avoid fighting. И как раз вот эта поза, она может быть фактором начала войны, начала конфликта. So it makes totally sense. Yeah. Поэтому, конечно же, эти позы имеют очень много смысла и очень важно. Nevertheless, most of the conflicts between humans and dogs При этом основные конфликты между собакой и человеком, are secondary to misunderstandings. они возникают по причине того, что собаки и люди, они разговаривают несколько на разных языках и недопонимают друг друга. Because the dog is trying to say one thing and the owner interpret it in a different way. Потому что собака, выражая себя в каких-либо таких
позах она старается сказать одно, а хозяин понимает несколько другое, интерпретирует это по-другому. One very common example is hugging. Hugs. Самым распространенным примером, который Гонсало обычно приводит, это объятия. And hug is something that for us can be a clear sign of friendly. То есть для нас это как раз аффилиативное поведение, объятия. But for dogs is a threatening behavior. Но при этом для собаки это волнительно и то, что порождает страх. Yeah. Obviously that you can say, oh, but I hug my dog and he doesn't show me stress signs. Иногда хозяева собак говорят, ну я обнимаю собаку, но она не выражает никаких признаков стресса, она нормально к этому относится. And that can happen because dog learned that the sign of this clear human behavior is not threatening or creating fear. И это как раз то, что ваша собака выучила. То есть вы ее научили тому, что обниматься это не страшно, и то, что если вы ее обнимете, это не должно вызывать у нее никаких защитных реакций. But for children, we should always teach them not to hug a dog. Но при этом мы должны обязательно научить своих детей не бежать обниматься к собаке, потому что это вызывает у собаки больше чувство тревоги, чем. But the opposite we will see in the second presentation, that dogs are CSI profilers, the best in the world. И в следующей презентации мы более подробно рассмотрим то, как собаки могут считывать ваши эмоции и невербальную коммуникацию. And they completely learn what minor signs in our face, including the dilation of pupil, means. И это будет хорошо видно на примерах в будущем, что собаки очень хорошо уже выучили мимические особенности человека, вплоть до того, что когда ваш зрачок меняется, расширяется или сужается, собака уже знает, что это означает. So they read us much better than we read themselves. То есть они понимают нас гораздо больше, чем мы понимаем их. Here you have the offensive aggression posture. Следующая поза – это атакующая агрессивная позиция. And obviously that this dog is ready to attack. И это очевидно, что данная собака, она готова наброситься, атаковать. Apart from all the signs, he had some pulmonary erection here. Здесь вы можете увидеть, что шерсть стала дыбом. And always sign to look like that I'm bigger. И опять, то, что мы уже обсуждали ранее, собака старается показаться больше, крупнее. In some dogs in this position, the tail is shaking as well. Также в данной позиции у многих собак хвост ускоренно двигается. And usually shaking is seen as a positive behavior. Хотя мы больше расцениваем, конечно, виляние хвоста как хорошее поведение, аффилиативное. But we will see later that even the position of the tails have different signs and different meanings. И дальше мы как раз посмотрим, что даже положение хвоста в разных позах может означать абсолютно кардинально разные вещи. So do not consider every dogs that are shaking their tails that they are happy. Поэтому будьте внимательны. Не каждая собака, которая виляет хвостом, обозначает, что она очень хорошо к вам расположена. And then we have this position that we call ambivalent position. Следующая позиция – это тоже агрессивная позиция, но это позиция защиты, оборонения. That is a mixture between fear and aggression. You have signs of fear, see the tail, see the ears. То есть можно наблюдать реакцию тела на страх. Это прижатые уши, опущенный хвост. But then you have a tension on the face, he's growling, some pylori erection. Но при этом выражается и агрессия, потому что морда несколько насуплена, шерсть приподнимается. And those are the dogs that we commonly see in consultation. И таких собак мы частенько видим, когда приводят их хозяева к нам на консультацию. And our approach to this dog is what will make the difference in the future. И очень важно выработать определенный подход по отношению к такой позиции для будущего взаимодействия с собакой. So if we consider this dog in fear, the approach that we will do to him
must be much more calmer and in order to release his fear. То есть, увидев, что собака напугана, мы должны, наоборот, успокоиться и расположить собаку к себе, чтобы она чувствовала меньше страха. We do have 3 types of aggression: the offensive aggression, the defensive aggression, and predatory aggression. The first 2 are related with emotions. Классификация агрессии предполагает 3 вида. Первая — это атакующая, следующая — оборонительная и хищная агрессия. Первые 2, атакующая и оборонительная, у них эмоциональное подспорье. There are many factors increasing this type of aggressions. That's why they are multifactorial. Она мультифакторная. Это объясняется тем, что данную эмоциональную реакцию могут вызвать очень много ситуаций и факторов. But then we have the predatory aggression. При этом у нас есть еще и хищная агрессия, That is not related with emotions. которая совершенно не зависит от эмоций, которые испытывает собака. It is the reinforcement come directly from the pleasure of hunting. Хищная агрессия напрямую зависит от инстинкта к охоте. So when they hunt, they release a lot of dopamine. То есть, когда они охотятся, у них в крови очень много возрастает допамина. Спасибо. And this is the reason why they have so much pleasure when they are hunting. И это как раз корень того, почему они испытывают столько удовольствия от охоты. And when we have predatory aggression towards, for instance, children, this is one of the most difficult cases to solve in the behavioral medicine. Если мы наблюдаем такую хищную агрессию по отношению к детям, то это очень важная, очень трудная ситуация, которую очень сложно решить. Here we have 2 dogs greeting each other. В такой позиции собаки обычно приветствуют друг друга. And they usually try to smell the scents of the anal glands. И обычно они обнюхиваются в районе гениталий. They need to communicate between each other. Они, безусловно, должны коммуницировать между друг другом. And most of the times, the owners do not let the dogs communicate. При этом многие хозяева, они наоборот препятствуют этой коммуникации. For instance, when I'm walking my dog on the leash and I see another dog, I start pulling the leash. Например, он говорит, что когда я иду с собакой на поводке, когда собака видит другую собаку, и я вижу эту собаку, я стараюсь натянуть поводок, не дать собаке как-то проявить себя по отношению к другой собаке. And when I'm pulling the leash, I'm saying to the dog, something wrong is coming, attack. Но при этом, когда вот так натягивается поводок, собака понимает это следующим образом, что что-то неправильно пошло, и нужно приготовиться к атаке, к защите или к атаке. And then, you remember when I spoke about tails? Мы недавно говорили о движениях хвоста, including the sides that the dog moves more, the tail have different meanings. На этой картинке вы можете увидеть, что положение хвоста относительно позвоночника, влево либо вправо, оно выражает абсолютно разные значения. If the tail is waving more to the left, this is a negative sign, avoidance sign. Если хвост направлен больше в левую сторону и беспрерывно движется, значит это негативный сигнал. If the tail is moving more to the right, is a positive sign. Напротив, если хвост расположен в правую сторону и также движется, это обозначает, что позитивный сигнал. So, everything is important for communication in dogs, and some breeds are more difficult to communicate. И поэтому все части собаки, они очень важны для того, чтобы правильно коммуницировать. При этом некоторые породы, как вы видите на картинке, они немножко тяжелы для понимания. Some of them, because we selected during many years for specific characteristics, like big ears or tails always to the standing up.
Например, некоторые породы в процессе селекции и эволюции, они были разработаны с определенными нашими потребностями, когда мы наблюдаем длинные уши, либо купированный хвост, который должен быть купирован. And apart from selection, we also started to do dog tailing and ears tailing. И в процессе этого мы наблюдаем, что вот как раз купирование хвоста, либо купирование ушей – это must-have для собаки, для определенных пород. Avoiding the dog to communicate. При этом мы несколько препятствуем правильной коммуникации собаки, ее самовыражению. And after all this, do dog understand or interpret our behaviors? И после того, как мы об этом обо всем поговорили, каково ваше мнение? То есть собаки, они понимают наше состояние, наши эмоции или нет? For instance, does dogs understand that we are sad? Например, понимает ли собака, когда нам грустно? Yes. Yes. That's why we train dogs for assistance. For diabetes, epilepsy, we can train dogs to assist human beings with this type of diseases. Поэтому некоторых собак воспитывают для того, чтобы они могли понять и помочь нам в предотвращении, например, таких болезней, как эпилепсия. То есть собака учит, какие факторы, образующие мимические невербальные сигналы, подает человек в эпилептивном состоянии, и, соответственно, собака может помочь. Because they understand completely all our emotional signs. И это только потому, что они очень хорошо считывают наши эмоции, невербальные жесты. But the other way, do dog knows that they have done a screw up? А как вы думаете, собака поняла, что она что-то сделала не так, вот очень сильно? Конечно. И как-то она себя по-другому ведет или? Конечно. По собаке можно понять, что no, dogs do not understand. What happens is that they are very well conditioned and learning. И дальше мы с вами посмотрим, как же все-таки собака реагирует на то, что она наделала. To understand our facial expressions. И то, как она понимает наши выражение лица, мимические эмоции. An experience done in USA В США проводились такие исследования. From another colleague called Catherine Opt. И его коллега Кэтрин Опт проводила эти исследования. What she has done was inviting the client with their dogs into a room. Эксперимент заключался в следующем. Собаку с хозяином приглашали в пустую комнату. They all sat down. Они садились. And then they put a plate, a small dish with canned foods, very tasty foods. При этом также в комнату вносилась еда в миске и ставилась на пол. And the vet said to the owners, we should go outside and your dog cannot touch or eat the food. И при этом человек, который руководил этим экспериментом, он говорил хозяину, что мы поставили еду, но ваша собака не может ее есть, а нам нужно вот с вами выйти на некоторое время. And after that, all them get out. После этого они выходили, а собака оставалась с едой. And another researcher came from a different room, from a different door. Но при этом в комнате была другая дверь, через которую заходил другой руководитель этого эксперимента. И пока хозяин был снаружи с другим руководителем данного эксперимента, и другой специалист, который вошел в комнату к собаке с едой, вне зависимости от того, съела собака еду или нет, dish for an empty plate. Он подменял тарелку. Он ставил пустую тарелку. And to every dogs that when the owner gets in. И на абсолютно всех собаках сработало следующее, когда хозяин зашел в комнату. All of them have eaten or not the food. Они вне зависимости от того, съели они эту еду или нет. All of them show the guilty look.
Они все были очень огорчены тем, что они сделаны, и вот так вот вели себя очень, как будто бы они наделали что-то не так. Because what changed was the human expression. Потому что они увидели, как изменилось лицо хозяина, который вошел. So, they are always looking to us. They are always trying to understand what we are saying. Собаки всегда на нас смотрят. Собаки всегда пытаются понять, что же все-таки мы хотим им донести. And there is one study done saying that the dogs pay a lot of attention into our faces. И исследования подтверждают, что собаки очень хорошо наблюдают за нашим лицом. Especially the right side of our face, that is the emotional side. И особенно они наблюдают за правой частью нашего лица, которая отвечает за эмоции. And this is really, really very, very interesting. И вот очень интересно So, дальше. every signs counts for a dog. Every minor gesture or posture means something, and they learn by experience. Собственно, каждая наша жестикуляция, каждое наше мимическое изменение считывается собакой очень быстро, и она все понимает. Поэтому он немножко озвучит. Не озвучит, а приложит. While I was out, somebody got into the kitty cat treats. Now, look at the suspects. So, Suspect number one. See your face? See your face. so you can see he's giving signs of guilty. He's avoiding. You will see he's. I don't want to look to you. Он показывает ему улику, а собака не очень хочет на него смотреть. But he's not happy, the owner, so this is a Labrador. A Labrador is much more childhood. So he's giving submissive signs because he's interpreting the owner's behavior. But see how dangerous this could be. See? Look at me. He is now asking the owner to look and see what is happening. This is a clear sign that he's increasing his aggression. Потому что собака не хочет смотреть Микрофон. хозяина, и наоборот говорит, отойди от меня, лучше не трогай меня, While I was gone, хозяин не отходит, собака выражает агрессию. And here is another case of misunderstanding. are you sorry about it? Показывает недоразумение. And here the owner is saying, are you sorry about that? Хозяин спрашивает, тебе жаль, тебе хоть жаль, что ты наделал? And you will see as soon as possible he will flight. И собака, выбрав удачный момент, не отвечает хозяину, просто удирает, уходит. Он говорит, это точно не ты был. So, thank you very much. I finally got a Facebook account, so for those that would like to continue in touch, Facebook is everywhere. Спасибо большое за ваше внимание. Наконец-то я завел себе Facebook аккаунт, поэтому у всех, у кого возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.